Здравствуйте! Сегодня расскажу про натуральную эффективную подкормку для замиокулькаса, для наращивания клубня, для того, чтобы он был крепкий, корневая система увеличивалась и, конечно, далее уже нарастали новые листики. Потому что эта натуральная подкормка содержит огромное количество микроэлементов и также аминокислоты и антиоксиданты и большое количество витаминов. Но самое важное, что она содержит калий, магний, фосфор, железо, медь и цинк, а также микроэлементы, такие как хром, селен, никель. Но самое важное, что в нем содержатся такие макроэлементы, которые необходимы растениям, такие как азот, фосфор и калий. Именно количество фосфора, калия, а также меди и магния достаточно для покрытия всех потребностей в этих элементах, и растение будет расти красивым, прекрасным, корневая система будет увеличиваться, листовая масса будет очень яркая и красивая. Кто бы что ни говорил в комментариях, но я очень люблю органику, и мой замиокулькас тоже. Есть те, кто прекрасно подкармливает замиокулькас именно органикой, и он у них тоже прекрасно растет. Все, конечно, зависит от грунта, он обязательно должен быть рыхлый, иначе органика задерживается и начинает подкислять грунт, что негативно влияет, и также должны быть дренажные отверстия. Но мой замиокулькас на органике растет прекрасно, это видно, а также я выращиваю малышей тоже на органике. Есть и те, которых я подкармливаю с простыми удобрениями. Вот сейчас я вам показываю, это горшочек номер 3. Нового ростка у него нет до сих пор, так как клубни там не очень большие. Подкармливала я его с обычными удобрениями, которые с микроэлементами. Поэтому сегодня буду вносить в него тоже органику. И сейчас я вам покажу горшочек номер 1. Это мой самый любимый горшок. Именно его я подкармливаю и органикой, и плюс микроэлементами, а также я его постоянно опрыскиваю. И посмотрите, какой у него клубень. Клубень очень большой по сравнению с росточком, поэтому вскоре именно от этого горшочка я жду новый листок, новый росток. Это первый горшок. Если кто помнит, у меня была пересадка именно 10 горшочков черного замиокулькаса, и я их подкармливаю с разными подкормками, и естественно они будут расти по-разному. Зенди я тоже иногда подкармливаю с органикой, но он не так активно реагирует на подкормку. Но вот простой замиокулькас, он растет просто с бешеной силой. Его уже нужно скоро будет пересаживать. В нем более 20 листьев, и некоторые листики стали мельчать. Это говорит о том, что места ему уже мало, и клубням некуда расти, поэтому листики становятся некоторые мелкими. Но также он продолжает выдавать и крупные листья. Это те, которые растут в середине. Там клубни очень большие. Итак, и что же буду я сегодня применять? Я буду применять это кофе. Кофе у меня молотый, простой молотый дешевый кофе, который можно добавлять в грунт к цветам. Это органическое натуральное удобрение, в котором очень много различных макро- и микроэлементов. Но он может иногда подкислять грунт, поэтому если у вас уже подкисленный грунт, нужно сначала раскислить его, либо поменять и потом уже добавлять органику. Поэтому многие, не зная то, что органические удобрения подкисляют грунт, кладут его очень много этой органики, и у них начинаются проблемы. Поэтому все используем только в меру. Я примерно по пол чайной ложки, даже по чайной ложке выкладываю в грунт, в замиокулькас. Здесь у меня 400 мл горшок. Примерно берется 1 столовая ложка на 1 литр грунта. Кофе также можно добавлять и при пересадке. Просто добавляете в грунт, перемешиваете и далее уже пересаживаете ваш цветок. И оно начинает действовать как долгоиграющее удобрение. Оно не сразу разлагается и не сразу поступают микроэлементы, но постепенно. У меня уже испитый кофе. Это у меня пачечка уже с высушенным испитым кофе. То есть сначала нужно кофе заварить, далее подсушить и можно добавлять в грунт.
которое кофе просто из пакета, не добавляйте, потому что оно содержит некую крепость, ту терпкость, которая вредна грунту. Поэтому обязательно сначала завариваем, сливается вся та самая крепость, просто пьем кофе и уже откладываем гущу себе в тарелочку, сушим, и буквально через 1-2 дня можно уже использовать. Азот, который содержится в кофе, просто необходим как макроэлемент для здорового роста растений. Без него не происходит синтез белка. Азот заставляет растения быстро и активно расти, а также приобретать темно-зеленый цвет. Смотрите, какие красивые листочки изумрудного цвета. Все это, конечно, подкормки и плюс опрыскивание. Я также опрыскиваю с простыми удобрениями, а также с янтарной кислотой и даже с тем же самым плантофолом, который очень полезен. Но замиокулькас я опрыскиваю намного чаще, чем другие растения, потому что замиокулькас любит душ, любит опрыскивание. Он прекрасно принимает все опрыскивания, всю эту влажность, и очень хорошо растет. Кофейную гущу можно применять примерно 1 раз в 2 месяца и дальше подкармливать с простыми подкормками. А на сегодня это все. Всем спасибо!